Фильм начинается с того, что Дженни, старшеклассница, уверенно идет по коридорам, а ученики подбадривают ее. Дженни сильная, отважная и не терпит хулиганов, особенно тех, кто дразнит слабых. Недавно она избила нескольких хулиганов, из-за чего ее отстранили от занятий за слишком частые драки. За пределами школы эти самые хулиганы нервно подходят к Дженни. Они явно напуганы и вежливо напоминают ей о ее обещании никогда не возвращаться в их школу. Брэк – опытный мастер карате с черным поясом, он владеет тренировочным центром по дзюдо. Благодаря ему Дженни с детства усиленно тренируется в боевых искусствах, что делает ее непобедимой в поединках. Для начала в новой школе Дженни решила подождать неделю из-за экзаменов. Учительница ее приняла и посоветовала подождать. Она также настоятельно предостерегает Дженни от драк, упоминая, что недавно из школы исключили жестокого хулигана. Брэк быстро объясняет, что Дженни не хулиганка. Она против хулиганов, ущемляющих других. После встречи Дженни раздражена тем, что отец упомянул о ее прошлом, но Брэк советует ей, что хулиганы есть везде, и ей нужно научиться терпению. Когда они выходят из школы, Дженни видит, как ученики избивают Алекса за отказ помочь им списать на тесте. Она снимает инцидент на телефон, но ее замечает один из хулиганов. Сначала Дженни планирует сообщить о случившемся директору, но когда девочки угрожают ей, она быстро отбивается от них, легко одерживая победу. Алекс поразился мужеству и силе Дженни. Неделю спустя Дженни начинает учиться в новой школе и видит, что ее бывшие соперницы учатся в том же классе. Они смущены и отворачиваются. Алекс радует Дженни своим присутствием, хотя та не обратила на него внимания. После уроков он благодарит ее за поддержку. Но она прямо говорит ему, что лучший способ отблагодарить ее – это оставить ее в покое. В следующей сцене мы видим, как мать Алекса обслуживает грубого, пьяного клиента в их семейном ресторане. Когда клиент отказывается платить и пихает мать Алекса, Алекс вмешивается, но ее тоже избивают. Мужчина уходит, так и не заплатив, что стало общей проблемой для Алекса и его мамы с тех пор, как умер его отец. На следующий день в школе Шеннон, популярная ученица, требует у Дженни удалить видео с издевательствами. Когда Дженни решительно отказывается, Шеннон пытается дать ей пощечину. Дженни быстро ловит руку Шеннон и толкает ее на землю, унижая Шеннон на глазах у всех. Позже Алекс снова обращается к Дженни, умоляя научить его драться. Дженни сначала колеблется, но когда Алекс объясняет, что хочет защитить свою мать, она соглашается и отводит его в академию дзюдо своего отца. Брэк встречает Алекса тепло и дарит Дженни награду за нового ученика. Знакомимся с Роном, президентом школьного ученического совета, похваленным директором. Но за кулисами Рон тайно контролирует школьных хулиганов, защищая их, когда возникают проблемы. Рон намерен вскоре вступить в местную банду. Его лучший друг, Гарри, был с ним с самого детства. Поначалу они дрались только в целях самообороны, но в последнее время Рон стал агрессивным, задирает и грабит учеников без причины, что напрягает отношения Гарри. Однажды Шеннон врывается в кабинет Рона, горько жалуясь на то, что Дженни унизила ее. Она требует, чтобы Рон и его банда проучили Дженни. История продолжается. Рон, Гарри и Шеннон попадают в сложный любовный треугольник. Рону нравится Шеннон, но Шеннон заинтересована в Гарри. Из-за этого Рон и Гарри обещают Шеннон проучить Дженни за неуважение к ней. После школы Алекс начинает заниматься дзюдо и сразу понимает, что это не так просто. Ему трудно тренироваться, но Дженни стоит рядом, поддерживая и мотивируя к самосовершенствованию. На следующий день Алекс так истощен, что еле идет в школу, а Дженни дразнится, что будет еще сложнее. В школе два мальчика вызывают Дженни в кабинет Рона. Там ее ждут Рон и Гарри. Рон и Гарри явно раздражены ее недавним конфликтом с Шеннон. Но Дженни не запугана, несмотря на их статус старшеклассников. Когда Рон спрашивает, почему она толкнула Шеннон, Дженни говорит, что это была самооборона, и рассказывает о нападении на Алекса. Рон приходит в ярость, но Гарри спокойно просит Дженни извиниться. Она делает это неохотно, но явно не искренне, а затем уходит. После ухода Дженни, Рон пытается отчитать Гарри за прерывание, но тот небрежно его игнорирует, расстроив Рона. Несмотря на то, что Рон президент студсовета, больше уважают Гарри. Позже на уроке дзюдо Алекс спрашивает Дженни, почему у нее нет друзей, хотя она умная и сильная. Дженни отвечает, что, подпуская людей близко, она дает им возможность причинить ей боль, уйдя. Алекс мудро отвечает, что даже если люди уходят, воспоминания о них остаются навсегда.
Дженни, тронутая этим, скрывает свои чувства за стоическим выражением лица. Вечером Рон, Шеннон, Гарри и их друзья собираются в ресторане, чтобы поприветствовать Криса, ученика, ранее отстраненного от занятий за хулиганство. Они веселятся, пьют и курят, но Гарри заметно не по себе от всех этих разговоров о насилии. Рон все больше ревнует, наблюдая за тем, как Шеннон открыто благоволит Гарри. Пока одни, Рон признается Гарри, что хочет вступить в банду, и уже разговаривал с лидером. Гарри спокойно советует ему не делать этого, но Рон игнорирует его, что приводит к бурной ссоре. На следующий день в школе Рон встречает бандита Тея, который требует вступительный взнос в банду. Рон осторожно уважает Тея из-за его силы и влияния, но Тей удивляет Рона, заявив, что на самом деле хочет, чтобы Гарри присоединился к ним, и даже предлагает отказаться от вступительного взноса. Гарри решительно отвергает предложение Тея и уходит. После ухода Тей Рон, злой и униженный, хочет выместить на ком-то свою злость и выбирает Алекс. Рон приказывает Крису и другому студенту привести Алекса к нему. Гарри вмешался и сказал игнорировать приказы Рона. Крис агрессивно атакует Гарри за вызов Рону. В это время Дженни приглашает Алекса на занятия по дзюдо, побеждая впечатляющим поединком, когда Крис пытается остановить их. Гарри восхищается мастерством Дженни и понимает, что она ему особенно нравится. Заинтригованный Гарри стал новым учеником по дзюдо у Брека и Алекса. Он тренируется вместе с Дженни и Алексом. Первый же день Дженни сталкивается с Гарри, спрашивают, почему он так дружелюбен, ведь прежде общался с хулиганами. Гарри утверждает, что больше не часть этой группы и хочет научиться защищаться. На следующее утро Шеннон сталкивается с Дженни на лестнице, раздраженная тем, что Дженни не поприветствовала ее как выпускницу. Гарри прерывает их спор и говорит Дженни, чтобы она шла в класс. Шеннон, рассерженная и растерянная, рассказывает Гарри о его недавнем отстраненном поведении. Она открыто признается в своей любви к нему и жалуется на то, что ее игнорируют, но Гарри четко заявляет, что видит в ней только друга. Поздним вечером Дженни встречается с Гарри после занятий и спрашивает о его намерениях начать заниматься дзюдо. Гарри вспоминает бокс в школе и решает снова тренироваться. Дженни, зная о его хулиганском прошлом, хочет проверить его на прочность и вызывает на бокс. Гарри пытается запугать ее, но Дженни легко побеждает его, не получив ни одного удара. После победы Дженни мудро говорит Гарри, что власть без справедливости – это всего лишь насилие. На следующий день Рону звонит Тей и настойчиво требует деньги за вход. Чувствуя давление, Рон и его последователи начинают запугивать учеников по всей школе, заставляя их отдать деньги. Алекс видит, как издеваются над одноклассником, и решает вмешаться. К сожалению, навыки боевых искусств Алекса еще недостаточно сильны, и в итоге он оказывается сильно избит. Алекс вечером приходит на занятия по дзюдо с синяками и рассказывает Бреку о школе. Решив стать сильнее, Алекс и Гарри начинают тренироваться еще усерднее. Они поддерживают друг друга дружеской конкуренцией, постоянно улучшая свои результаты. Однажды Брек уезжает из города, давая ученикам свободу. Алекс, Гарри и Дженни решают провести день за просмотром фильмов и играми в зале игровых автоматов. Позже Гарри ведет их в свой любимый ресторан, который оказался заведением матери Алекса. Она рада, что ее сын наконец-то окружен друзьями. По дороге домой Гарри и Дженни заезжают в продуктовый магазин. Гарри рассказал о своем тяжелом прошлом, где его тренер по боксу часто издевался над ним. Ему понадобилось 2 года, чтобы выбраться из токсичной ситуации. В результате он остался одиноким и уязвимым, и это подтолкнуло его к плохой компании. Дженни слушает и понимает, что Гарри искренне хочет измениться, и обещает ему поддержку. На следующий день в школе Гарри расспрашивает Рона о его недавней деятельности. Рон с гордостью сообщает, что официально вступил в банду Тей. Это значит, что отныне банда будет контролировать школу. Гарри в ярости пытается отговорить Рона, но их разговор быстро перерастает в физическую драку. Расстроенный и раздраженный, Рон грозит навредить Дженни, зная, что она дорога Гарри. Позже Рон объединяется с Шеннон, предлагая ей помощь в поимке Гарри в обмен на поимку Дженни. Шеннон, смущенный, пишет Дженни, чтобы пришла в студенческий совет. Как приходит, он предлагает ей чай с наркотиками. Чувствуя себя виноватой, Шеннон в последний момент отталкивает чай, искренне извиняясь за свои действия. Внезапно в комнату врывается Рон, отшлепал Шеннон за отказ, и пока Крис сдерживал Дженни, наносит ей множественные удары. Дженни сопротивляется, не в силах дать отпор.
В то время как Алекс подслушивает, приспешники Рона говорят о Дженне. Поняв опасность, он сразу же предупреждает Гарри. Гарри поторапливается к актовому залу по просьбе Рона о безопасности Дженни. Гарри и Алекс спешат в актовый зал и обнаруживают, что их окружили Крис и другие хулиганы. На этот раз, благодаря подготовке, Алекс и Гарри сопротивляются, получая удары, но в итоге побеждая всех нападавших. После драки они спешат в офис студенческого совета и обнаруживают, что Рон привязал Дженни к стулу. Рон угрожает жизнью и заставляет Гарри встать на колени, жестоко пиная его снова и снова. Алекс, не выдержав, как мучится его друг, вступает в схватку с Роном, применяя навыки от Брека. Но Рон оказывается сильнее и одолевает его. Тем временем Дженни освобождается и уверенно противостоит Рону. В отличие от остальных, она гораздо опытнее. Она жестоко сразилась с Роном, быстро его победила и дала незабываемый урок. В конце видим процветающий класс дзюдо Брека, где много женщин, обучающихся самообороне. Алекс и Дженни улыбаются, ждут очереди. Гарри видит, как в группу записывается подросток, показывая, что их опыт вдохновляет других встать на защиту.